Прошу прощения за то, что снято на кирпич, говорю в тапок, и обязательно исправлюсь. Иногда будут присутствовать нецензурные выражения, поэтому прошу закрывать рот. Спасибо, приятного просмотра. Всем привет! Таня Джо снова на связи. Паффин тоже. Если вы не знали, он с Исландии. Такой вот он у нас интересный персонаж. И сегодня с вами я бы хотела поговорить, а точнее поделиться тем, как тяжело видеться с любимым человеком раз в несколько месяцев. Через несколько недель мы снова встретимся, и поэтому сейчас особенно тяжело переживается расстояние, предвкушение, более острые чувства и эмоции, поэтому я решила записать это видео, как, в принципе, справляюсь с этим. И хотела бы начать с того, как давно мы вместе на расстоянии. Да, как можно было понять, отношения, в принципе, начались на расстоянии. И начались они в октябре 2024 года. Сейчас уже август. Я сама в шоке прямо сейчас, потому что на самом деле уже практически год прошел, как мы вместе, и почти полгода, как мы муж и жена. Вот в сентябре как раз будет наша мини-годовщина, на которую мы встретимся. Это я сейчас удивляюсь тому, что мы уже практически год вместе, и еще примерно столько же нам предстоит быть на расстоянии. Хотя в тот момент я была немножко в шоке от такого сообщения, которое мне прислал мой будущий муж, что нам предстоит еще 2 года думать, что мы, да как мы. Последний раз, когда мы виделись, это был май. Причем мы планировали поездку. Вот эту поездку, которую мы поедем в Китай. Мы планировали в июне на мой день рождения, но все сорвалось. Но сорвалось хорошим образом. Мой муж тайно приехал, почти тайно, окей, он до последнего держал в секрете и приехал в мае, на весь май ко мне жить. Работал удаленно. У них офис переезжал, и у него получилась такая возможность приехать сюда. Вот. До мая мы виделись в марте. Собственно, тогда мы и поженились, вышли замуж. Как это? Неважно, важно. В общем, у нас была церемония бракосочетания, и до этого мы виделись в декабре-январе. В общем-то, больше мы не виделись. То есть сейчас предстоит наша 4-я встреча и 1-я мини-годовщина. Поэтому сейчас решила записать это видео, потому что особенно грустно, тоскливо даже, я бы сказала, не грустно, потому что предвкушение встречи берет верх, и ты начинаешь думать еще сильнее о том, как ты скучаешь. Вот. И сегодня я расскажу, что помогает держаться на плаву. Первое, что мы делаем. Мы каждый день созваниваемся. Бывает такое, что созваниваемся ненадолго, но в основном как минимум часа 2 в день, если у нас получается. Поначалу, конечно, мы созванивались очень долго. Мне кажется, у нас первый звонок был 2 часа друг с другом, после которого мой муж, еще не будущий моим мужем, офигел, но решил перезвонить. В общем, созваниваемся, переписываемся, держим в курсе вещей друг друга. Причем для меня это было тяжеловато. Созваниваться поначалу было нормально, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты живешь с телефоном, общаешься с телефоном, встречаешься с телефоном, вышла замуж за телефон. Кайф! В общем, тяжеловато, привыкала, но я поняла, что человеку это важно, ну и в принципе мне тоже это важно. В дальнейшем я осознала это,
что мне нужно это присутствие. Да, поскольку мы не можем дать физическое присутствие друг другу, мы должны дать хотя бы цифровое. Что еще? Второе. Да, наверное, второй по пункту, но не по значимости. Это планы на будущее. Общие планы на будущее, которые заставляют верить в то, что все будет хорошо. Когда мы думаем, представляем, как мы будем проводить время вместе, все это подкрепляет только чувства. Конечно, бывают моменты, когда ты понимаешь, что ты хочешь этого, а этого не может быть вот прямо сейчас. Это очень тяжело. Третье, что помогает, как ни странно, но это проблемы, а точнее их решение. Решение проблем, каких-то совместных. В основном сейчас это какие-то визовые, чем-то посоветовать друг другу, да, какие-то вот такие вещи, они как бы вот эти проблемы создают наш быт, условный, да, через который мы проходим и становимся ближе друг к другу. Например, вот сейчас у нас, да, есть виза, и мы по ней делаем какие-то документы, что-то заполняем вместе и так далее. Недавно я составляла доказательство того, что мы пара, прям делала такую презентацию. Ну ладно, не презентацию, файл, где прописывала нашу мини-историю с фотографиями для правительства Америки. Наверное, четвертое, помимо решения проблем, да, именно разговоры и честные разговоры, когда если тебе что-то не нравится, ты говоришь об этом человеку напрямую. Потому что очень часто, мне кажется, в самих отношениях, когда вы рядышком друг с другом, конечно, это, мне кажется, я сейчас описываю очевидные вещи, но очень как будто бы не очевидно для многих говорить честно друг с другом. И мне кажется, особенно это тяжело делать напрямую. Вот тебе не нравится что-то, ты начинаешь, ну окей, не терпеть, замалчивать, либо еще что-то, искать решение на стороне, да. Я не говорю, что это типа пункт именно дистанционных отношений. Мне кажется, это в принципе пункт любых отношений. Честность, открытость в разговорах, когда вы можете поделиться друг с другом не только какими-то позитивными мыслями, но негативными и, может быть, не очень приятными для партнера. И самое трудное, наверное, что я для себя выявила в дистанционных отношениях, первое — это тактильность, нехватка тактильности. Что для меня, что и для мужа. То есть это даже и речь идет не о том, что ты просто хочешь потрогать и физического присутствия. Да, конечно. Но часто бывает такое, что в какой-то ссоре мне бы хватило физического присутствия, а иногда мы нагнетаем, очень долго решаем проблему просто из-за вот этой вот нехватки тактильности, которой нам не хватает. Ты теряешь вот эту связь через тактильность с человеком. Второе, наверное, больше про меня. Не могу сказать, что, наверное, для мужа это слишком большая проблема. Конечно, да, тоже проблема, но для меня она, наверное, особо остро стоит. Я чувствую жизнь в ожидании. В ожидании на паузе. То есть моя жизнь на паузе. Да, я что-то делаю, я продолжаю работать, начала вести этот блог, продолжаю увлекаться своими увлечениями, но все равно очень вот это вот чувство, оно меня не покидает. И, конечно, помогает, то, что мы каждый день общаемся, наши общие планы на будущее, и то, что мы встречаемся все равно в течение этого времени. И вот в конце этого месяца мы снова наконец встретимся. Я безумно этому рада, очень жду и обязательно что-нибудь запишу из нашей поездки в Китай. Вот. И поделюсь с вами. Спасибо большое, что были со мной. Всех целую, обнимаю. Муа. Спасибо за просмотр.
смотрит, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всех целую, обнимаю.